Творожное печенье сушки. Перед просмотром рекомендую подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Просеянную муку соединить с солью и разрыхлителем. Перемешать. Мягкий творог соединить с яйцом и растительным маслом. Также подойдет растопленное сливочное. Измельчить блендером до однородности. Если нет блендера, творог протереть через сито. Добавить ванильный сахар и сахар. Перемешать до однородности. Печенье можно ароматизировать цедрой лимона, апельсина, корицей или анисом. Соединить обе смеси. Замесить мягкое, не липнущее к рукам тесто. Если тесто получилось жидким, то можно добавить немного муки. Если слишком крутым, то ложку молока или сметаны. Накрыть миску пленкой и оставить на 30 минут при комнатной температуре. Посыпать коврик тонким слоем муки. Сформировать из теста жгут. Больше рецептов печенья можно найти в одноименном плейлисте по ссылке в описании. Разделить на 16 частей. Можно разделить на большее или меньшее количество частей. Зависит от желаемой величины печенья. Ссылку на другие рецепты выпечки с творогом оставлю в описании. Из каждой части сформировать жгут длиной 12-14 см. Соединить в кольцо. Печенье можно испечь в виде палочек или придать ему другую форму. Обмакнуть одну сторону печенья в сахар и выложить на противень сахаром вверх. Этот шаг можно пропустить и обсыпать печенье сахарной пудрой после выпекания. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 15-20 минут до золотистого цвета. Остудить на решетке. Такое печенье идеальное дополнение к чашке чая, кофе или бокалу вина. Мягкое внутри и хрустящее снаружи. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием.